Всем привет, народ, с вами Олег Пазл, и это выпуск новостей, которые выходят стабильно на канале, но самой главной новостью в мире стала война, которая произошла между самыми ближайшими, на мой взгляд, странами. Чисто по-людски, не будем трогать политику, да, вот эти разделения там, чисто по-людски. И я был в Украине, и много раз я встречал украинских людей, и у нас есть прекрасные разработчики из GSC Game World, да, которые сделали Metro Frogware, то есть которые сделали Sherlock Holmes, которые сделали Call of Duty, это прекрасные разработчики, самые, я их всегда считал как бы своими и никогда не разделял. И я надеюсь, что и вы не будете никого разделять и, конечно, поддержите Украину, которая находится у себя дома. Я считаю, виноват здесь только один человек, развязавший все это. И сегодня не об этом. Просто хочу сказать, держитесь, народ, потому что для всех война это не хорошо, для всех. И это касается и меня, потому что моя аудитория Россия и Украина. Хочется сказать лишь одно. Война это не выбор обычных людей. И просто хочу, чтобы это понимали как люди в Украине, так и люди в России. Ну, все понимают, я думаю, что... Например, я бы никогда такое не хотел. Ну, то есть, и я думаю, что любой зритель мой нормальный, он тоже бы не хотел. Вы можете видеть всякий скам в комментариях, но вы посмотрите, что про меня пишут, и пишут про всех. Просто мусорные комментарии, это нормально. То есть в интернете не надо сильно к комментариям прислушиваться. А реально большинство людей, они просто молчат и просто не высказывают даже свое мнение. А мнение у них, как у меня, абсолютно. Я против войны, я вообще, честно говоря, в шоке хожу, 2-3 дня смотрю за всей ситуацией, и даже, не знаю, не хотелось как-то, знаете, раньше времени подступаться, потому что, ну, сами понимаете, ситуация тяжелая, вы скажете, да что там какой-то игрок, какой-то геймер, какой-то непонятный ютубер, вообще что он там понимает? На самом деле в войне я ничего не понимаю и не хочу понимать, потому что не нужна война никому. Никому. Непонятно за что, для кого, зачем. И я поддерживаю ребят, людей из Украины, надеюсь, что все будет хорошо, и просто не понимаю, как такое возможно в современное время. Разработчики, опять же, хочу сказать, что большинство игр, которые мы ждем и любим, просто если мы говорим об играх, почему вообще я упоминаю, потому что я знаю людей, которые работают в GSC Game World, я знаю людей просто, кучу друзей. Я приезжал в Киев и как турист, и меня встречали мои подписчики, это было безумно, это одна из самых моих лучших поездок. И сами вы все понимаете, кто виноват во всем этом, кто вообще устраивает такое в 2022 году. Я против войны, это коснется и России, потому что на страну уже обрушаются санкции, интернет уже замедляется. Вы думаете, к чему это все приведет? Да к элементарному просто ограничению интернета в России, к ограничению возможности что-то покупать и так далее. То есть обычные люди, такие как мы с вами, кому это вообще не нужно, они пострадают. Поэтому нет войны, и это не нужно. И президент России Владимир Путин продолжает идти против, грубо говоря, развития своего народа, против мировых установок, и я не понимаю, зачем это. Ну, просто как обычный человек я этого не понимаю. Цели, да, поэтому вот что я хотел сказать. Извиняюсь, что начал с таких новостей, но я просто хочу, чтобы вы понимали мою позицию, потому что зрители у меня разные и с разных, да, моментов. Я хочу, чтобы просто обычные люди между собой как бы не кусались, потому что обычные люди, им это не нужно нигде. Война нам нафиг не нужна. Не хочу молчать, даже если у меня игровой канал, и многие здесь не за этим. Война быть не должна в наше время. С этим надо что-то делать, и это надо останавливать. Это никто не выбирает. Это выбирает только, сами знаете, какой человек, и зачем, почему, непонятно. Ладно, переходим к новостям. Сегодня будет не очень большой выпуск. На этом я свое лицо отключаю. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что послушали до сюда. Надеюсь, что вы понимаете, я думаю, вы разделяете. Большинство здравых людей разделяет все это. Как только я записал это видео, стало известно, что российские пользователи Twitter заметили проблемы в сети. Практически у 60% пользователей появились проблемы на сайте. Также появились проблемы с Инстаграмом. Есть сбои и у Facebook, также даже в Telegram. Что это все значит? Это значит, что Роскомнадзор начал замедлять мировые сервисы. То, что было очень давно, когда, помните, Telegram пытались запретить, а вот здесь начинается подобное. Контроль интернета. Хорошо это? Нет, это ужасно, друзья мои. Как это вообще можно делать в 2022 году?
Цены. Цены в России в магазине DNS выросли до 30%. То есть теперь, чтобы купить себе компьютер к новым играм, нужно будет потратить гораздо больше денег. А как вы понимаете, денег в стране будет меньше, потому что их выделяют на войну. И как это скажется на гейминге, я считаю очень плохо, к сожалению. Релизы игр украинских компаний, скорее всего, тоже можно не ждать. Например, Stalker 2, новую Metro, игры Frogware. То есть ребят, которые там находятся, совершенно точно не могут заниматься разработкой. И стоит ждать переносов. Однако из-за рубежа появились хоть какие-то хорошие новости, которые хоть как-то могут поднять настроение в такое ужасное время. Obsidian и Microsoft, компании, которая сейчас принадлежит Fallout, сообщили, что Fallout New Vegas 2 в разработке. Если кто пропустил, Fallout New Vegas — это одна из лучших RPG игр, которые только выходили. Студии, издатель и разработчик это упомянули вскользь, но тем не менее можно уже считать фактом, что игра разрабатывается. Однако инсайдер Джефф Граб подтвердил эту информацию, что студия ведет разработку этой игры. Правда, единственное, что сейчас надо знать, это очень ранняя стадия разработки. В ближайшее время этого ждать не стоит. К сожалению, у нас сегодня все такие новости, какие-то немножечко грустные и неопределенные. Ну а еще из хороших новостей, особенно в связи с повышением цен в ближайшее время на все подряд, наверное, стоит упомянуть, что PlayStation хочет запустить аналог Game Pass. Это будет подписка, за которую вы платите и в итоге получаете различные игры. Вот в этом Game Pass от PlayStation, насколько я понял, будут более классические игры, то есть новинок там не будет, но там можно будет найти какую-то золотую классику, которой можно будет насладиться. Пока что это все слухи, и как это будет выглядеть в реальности, неизвестно. Но запуск данного сервиса, мне кажется, будет очень кстати, особенно для наших с вами стран. Elden Ring продолжает бить рекорды, игрушка мрачная, сложная, и у меня даже на канале выходил ролик с пасхалками в первый день выхода. Если вам нечего посмотреть, то советую перейти и глянуть, поддержите. Игра сейчас бьет рекорды, и возможно она станет одной из лучших игр вообще в истории, и скорее всего игрой года. У нее уже оценки лучше, чем у других игр, GTA-шек, Марио и прочих хитов, поэтому игру очень высоко оценили. И если вам хочется как-то отвлечься в это стрёмное, страшное время, обязательно попробуйте игру. Ну и, конечно, посмотрите видео с пасхалками из этой игры, которые стоит выполнить на начальном этапе. На этом выпуск новостей закончен. Спасибо вам за просмотр, народ. Держитесь и не ведитесь на пропаганду, пожалуйста. С вами был Олег Пазл. Всего крутого вам и счастливо.